В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере. И настало время посмотреть на рыбу нашей мечты, серву. Ну, по крайней мере, так ее называет переводчик. Посмотрим, как это будет выглядеть в локализации. Я, конечно же, говорю про вот этого нового эксклюзивного героя поддержки стихии молнии. Дизайн у нее выглядит вот так. Такая неоновая рыба. Симпатичный дизайн. Очень такой внушительный, скажем так. Размерами ее не обделили. Рыбу хорошо кормили. Почему я говорю, что это рыба нашей мечты? А все потому, что на новой воронке у нас есть много ослаблений. И они все мерзкие, то есть штраф к защите, штраф к атаке, их нужно чистить, либо не давать их накладывать. И на первый взгляд, по кривому переводу с нейросетей, у нас так казалось, что она особо чистками не занимается. Но она делает немножечко другое. Ей чистки делать особо после этого не нужно. Ну давайте уже почитаем навыки, там вы все увидите. Пассивный навык. Казалось бы, такое маленькое описание, и так много смысла. Итак, читаем. Весь урон, наносимый сервой с вероятностью 50%, накладывает на врага эффект дисбаланс на 3 секунды. Пока противник находится под действием дисбаланса, с вероятностью 50% он не может накладывать на врагов отрицательные эффекты или эффекты контроля. Ой-ой-ой. Вот такой вот интересный эффект, который делает нас бесконечно невосприимчивыми ни к ослаблениям, ни к контролю. Но для этого серва должна постоянно наносить урон, так как все-таки 3 секунды это не то чтобы много. Поэтому, интересный эффект. Но 50%. Только 50%. И забегая вперед, сразу скажу, что в первом пробуждении этот шанс у нас увеличивается до 100%. То есть целых 50% у нас заложено в первое пробуждение. Не совсем, точнее совсем некрасиво, хотя и привычно видеть такое, со стороны разработчиков. Когда у нас мало того, что очень дорогой редкий персонаж, так чтобы он нормально заработал, нужно ему достать еще и копию. Мы такое же видели и с Линой, и с Орлом, и я думаю, что еще много-много раз мы такое увидим. Хорошо хотя бы на первую, потому что та же Тиамат у нас требовала второе пробуждение. Так что это нас еще балует. Ладно, читаем дальше, потому что дальше не менее интересно. Боевой навык. Серва создает ромбовидное магическое поле, по такой площади, вокруг себя получается, размером 5 на 5, которое следует за ней в течение 5 секунд. Все враги, находящиеся в области действия поля, каждую секунду получают один удар молнии, наносящий урон в размере 50% от защиты. Урон поля увеличивается на 10% каждую секунду, максимум до 5 раз. Каждое попадание похищает у пораженного врага 1% характеристики снижения получаемого урона. У каждого врага можно похитить не более 30% этой характеристики. Серва может получить таким образом не более 15% снижения получаемого урона. Все союзники, находящиеся внутри магического поля, также получают такой же бонус к снижению получаемого урона, который серва похитила у врагов. Я так понимаю, что похищение характеристики снижения получаемого урона имеет такой эффект, что враги начинают на соответствующее количество процентов получать больше урона. И тогда это будет, если не 30%, то около того. Это достаточно сильно с боевого навыка повышать. Так мало того, она же еще и 15% себе ворует и всем союзникам, которые в этом поле. Только если в случае с воровством у врага, то есть у врага повышается входящий урон, то мы, когда эту характеристику себе воруем, то мы, получается, снижаем урон, который приходит по нам. Это очень сильный эффект, учитывая, что она еще раздает его союзникам. Очень сильный эффект. Ладно, читаем дальше. Абсолютный навык. Наносит всем врагам в прямоугольной области 5 на 5 урон молнии в размере 300% от защиты. Если пораженный противник находится под эффектом дисбаланс, длительность эффекта дисбаланс и всех имеющихся на нем отрицательных эффектов обновляется, а серва дополнительно восстанавливает 3% энергии. Таким образом, можно восстановить не более 15% энергии. После этого накладывает на всех союзников особый щит прочностью 400% от защиты на 10 секунд. И снимает с каждого союзника, получается, случайный отрицательный эффект или эффект контроля. То есть не и, а или. Пока действует щит, цель каждую секунду восстанавливает здоровье в размере 1,5% от максимального здоровья цели.
Когда щит исчезает или разрушается, он наносит всем врагам в области 3/3 вокруг владельца щита урон молнии в размере 200% от защиты. И давайте обратим внимание на первую часть, эту часть про воровство энергии. Написано таким образом, можно восстановить не более 15% энергии, хотя у нас до этого написано было, что она восстанавливает 3%. А это все потому, что здесь у нас, естественно, урон по каждому противнику, имеется в виду, забирает там 3%. То есть, если противников много, то поэтому ее ограничили. Дали не более 15%. То есть, когда она по 5 врагам попадает, соответственно, максимум свой она заберет, 15% энергии. Ну, с учетом сета кукольника, вполне себе неплохо, то есть она разгоняется так, при большом количестве противников, то будет ходить, заметно быстрее. И таким образом можно будет, во-первых, более стабильно дисбаланс поддерживать, во-вторых, живучесть команды увеличится за счет более частого лечения. У нее здесь небольшое лечение, видим, да? Ну и, соответственно, штраф к атаке массовый. Потому что мы сейчас в таланте прочитаем. С абсолютным навыком мы уже закончили. У нее эксклюзивный талант. Звучит он так. Абсолютный навык дополнительно наносит пораженным целям урон молнии в размере 300% защиты и со 100% вероятностью накладывает снижение атаки 2 уровня на 10 секунд. То есть здесь уже хотя бы не в пробуждение, а в талант добавили штраф к атаке. Но при этом, да, шанс 50% заложили в первое пробуждение. Как-то вот так вот. И набор талантов у нее такой, как у танков, как бывает у танков. То есть видим, что здесь никакой раздачи сопротивления, там увеличение лечения, там всего вот это вот. То есть здесь у нас снижение урона идет, получаемого, там получение щитов, опять же снижение урона, лечение, увеличение максимального здоровья, вот такие вот таланты. И, кстати, здесь от сопротивления есть набор энергии, что, в принципе, наверное, тоже очень неплохо может где-то досработать. Что ж, давайте почитаем пробуждение. Первое пробуждение я уже вам озвучил, вероятность возникновения дисбаланса после нанесения урона увеличена до 100%. Вместо 50 теперь 100%. Очень сильное пробуждение, которое желательно, конечно, достать. Каким образом, я не знаю. Удачей, либо очень большими деньгами. Второе пробуждение, у него тоже довольно-таки сильное. В состоянии дисбаланса враги получают на 10% больше урона. То есть мало было ей это похищение этой характеристики, до 30%, тут еще 10 на увеличение урона. Шикарно, плюс 2 тоже полезно. Третье пробуждение, область боевых навыков изменена на прямоугольную область размером 5 на 5. То есть не ромб такой будет, да, а такой треугольник 5 на 5. Прямоугольник. Четвертое пробуждение стандартное, здесь ускорение навыков 30 единиц. А с пятым пробуждением я не совсем понимаю. Здесь дословно звучит так. Максимальный предел похищения характеристики снижения получаемого урона от боевого навыка увеличен до 50%. Скорее всего, они имеют в виду именно максимум в 30%. То есть, естественно, она не будет передавать союзникам и, соответственно, себе похищать 50% снижения урона. Естественно, потому что это было бы, мне кажется, нереально просто-напросто. А повысить снижение у врага этого процента, да, то есть вместо 30% будет уже 50%, это вполне возможно. То есть пятое пробуждение, пожалуйста, плюс 20% входящего урона по врагу. То есть у нас теперь такие герои поддержки, видим, что они непосредственно влияют не на живучесть, на какую-то поддержку именно, да, команды, а конкретно на урон. То есть кому повезет с пробуждениями сервы, тот получит, ощутимое такое преимущество. И понятно теперь, почему у нас здесь в топе, да, находится команда именно неустрашимых и в компании с ней. Потому что без нее здесь чистки будет недостаточно. Потому что ослаблений много, и кто их здесь будет очищать? Да никто. Сопротивление собирать, это глупость. А она получается даже, как видим, без пробуждений. Да, конечно, там хаотичности рандома будет больше гораздо, и придется выцеплять этот бой, вылавливать самым лучшим срабатыванием этих 50%. Но все равно с ней получается, я так понимаю, лучше всего. Не знаю насчет Ирмуша, он в базовом варианте, насколько я помню, урон там особо не увеличивает. Ему нужен артефакт. И кто будет сильнее, он с артефактом, либо она с первым пробуждением, мне кажется, что она будет сильнее. Да, у него там есть чистки контроля, есть чистки иммунитета, я имею в виду еще и ослаблений, в том числе чистки за счет артефакта. Плюс в артефакте 40% урона там увеличение, но здесь есть еще и снижение урона по союзникам. И причем нету этой возни с его сменой стоек. Она уже в базовом варианте, да, то есть дает и щиты, и штраф атаки накладывает, и снижает урон по себе и по союзникам, и лечит
лечит, кстати, да, тоже. И еще запрещает накладывание ослаблений и контроля. Ну, сильный, очень сильный персонаж, да, мне теперь хочется ее заполучить. Ой, если есть, конечно, ресурсы у вас, то надо получать. Если нету, можно 300 призывов сделать, если у вас есть команда ауры, получить шанс, во-первых, получить ее, либо грифа нового, тоже эксклюзивного. Ну и забрать полезного героя поддержки нового, это вот у нас корова. Ну, если точнее, бык, это у нас бык. Почему-то в плане юмора, естественно, мы ее назвали коровой, ну, по факту это бык. Корова звучит смешнее и привлекательнее, мне кажется, то есть на просмотр. Сразу хочется глянуть, что там за коровы завоевывают топ. Это бык. И с его мощными щитами, там, с очисткой, с бафами, правда, на 3 союзников, но все равно. Он выглядит довольно-таки перспективно. Так что есть смысл попробовать получить его в баннере героев поддержки на старте сезона. Ну и может быть повезет, во-первых, получить ее, либо грифа, либо какого-то другого редкого героя поддержки. Хотя не эксклюзивного, но, надеюсь, полезного. Но это вы решаете уже сами, исходя из своих ресурсов, планов, стратегии, да, и, соответственно, наличия команд. Но в любом случае, у стихии молнии мало таких серьезных героев поддержки, и она здесь выглядит очень неплохо. Позже, когда у нас тест-сервер обновится до контента 8 сезона, будем ее тестировать. Как она там снижает урон, как она увеличивает урон, будем смотреть разницу по пробуждениям и все вот это вот. Ну а пока что как-то так. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.